Российские войска не могут взять Авдеевку, но очень стараются. Украина становится ближе к ЕС, а в России новый план по вербовке в армию. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Япония будет бороться с инфляцией огромными деньгами. Это будет беспрецедентное снижение налогов для поддержки семей, воспитывающих детей. Германия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Мы все чувствовали именно это. Европейское сердце бьется в Киеве. Китай и США возобновляют диалог по ядерному вопросу. На следующей неделе в Вашингтоне Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями и нераспространению на уровне генеральных директоров. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете нам. Не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии. Это важно и очень нужно. Мы тогда понимаем, что вы думаете обо всем, что происходит. Не забывайте подписаться на канал. Поехали. Российские войска продолжают пытаться окружить Авдеевку ценой больших потерь, с которыми они по-прежнему не считаются. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєвєрне та Первомайське Донецької області, де підрозділами Сил оборони України було відбито 7 атак ворога. План по безработным иммигрантам для вербовки в российскую армию теперь есть у региональных органов власти в Российской Федерации. Разработал соответствующую документацию аппарат полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Об этом пишет издание «Важные истории», в распоряжении которого и оказались соответствующие документы. Это письмо распоряжения и форма для заполнения. Можно сделать вывод, что нужное количество одно Министерство обороны снова набрать не могут. Поэтому дано жесткое задание исполнительной власти подключиться к этому набору и целенаправленно вести его среди ущемленных слоев мигрантов, должников, то есть тех, кого могут каким-то образом прищучить. Подписание контракта до сих пор добровольное, но можно уговорить или поставить какие-то условия, или сделать жизнь невыносимой. Интересный момент с формой для заполнения. В ней 22 категории граждан. И военнослужащий, который работает в пункте приема на контракт, ответил изданию «Важные истории», что, по его ощущениям, власти избавляются от маргинальной прослойки общества, потому что приводят всех. Вступление Украины в ЕС выгодно самому Союзу. Это укрепит его безопасность. Об этом говорит министр иностранных дел Украины. Кулеба говорит, что процесс расширения не должен стать заложником внутренних реформ и говорит о сотрудничестве оборонных отраслей. Я думаю, что реакция Европейского Союза и то, как Европейский Союз справился с российской агрессией против Украины, начиная с февраля прошлого года, многому научили Союз. И Европейский Союз показал, что он может сделать гораздо больше. Таким образом, мы должны перейти от поддержания статус-кво и реагирования к формированию статус-кво и проактивности. И это та добавленная стоимость, которую Украина может привнести в будущее Европейского Союза. В целом, все это можно назвать последовательным приближением к евроинтеграции. Вступление Украины в Евросоюз поддержал и министр иностранных дел Германии. Когда мы были вместе в Киеве в прошлом месяце со всеми министрами иностранных дел стран ЕС, коллегами, мы все чувствовали именно это. Европейское сердце бьется в Киеве. Сейчас мы достигли консенсуса в ЕС, что мы должны расширить наш Евросоюз. Это геополитическое следствие агрессивной войны России в Украине. Но расширенный ЕС будет сильнее только в том случае, если мы сделаем то, что долго не решались сделать. Перестроим принцип работы нашего Союза. Ведь если число членов ЕС вырастет почти на треть, нашему сообществу нужна прочная структура от подвала до крыши. Лидеры Европейского Союза примут решение о том, следует ли Украине и Молдове, к слову, официально начинать переговоры о вступлении в ЕС в середине декабря на саммите. Для Киева это является главным приоритетом наравне с военной и финансовой поддержкой Запада.
На острове российского олигарха финские правоохранители проводят обыски. Остров принадлежит Игорю Кисаеву и принадлежит Финляндии. И, как пишет местная пресса, там ищут имущество, которое может быть арестовано или заморожено, а также следственные материалы. О других деталях пока не сообщается. Китай и США будут вести диалог и обмениваться мнениями по широкому кругу вопросов, в том числе и по вопросам контроля над ядерными вооружениями. Несколько дней назад мы рассказали о визите министра иностранных дел Ван И, члена Политбюро ЦК КПК в США. В ходе визита министра иностранных дел Ван И в США стороны договорились о проведении ряда консультаций, в том числе по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения. Китай поддерживает тесные контакты с ведущими странами мира по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения. На следующей неделе в Вашингтоне Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями и нераспространению на уровне генеральных директоров, в которых примет участие глава Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел во главе делегации. Япония будет бороться с инфляцией. Правительство одобрило пакет мер для того, чтобы избежать влияния инфляции на экономику страны. Этот пакет общей стоимостью в 17 триллионов йен. Это 113 миллиардов долларов. Наиболее острой проблемой для Японии является то, что рост заработной платы не поспевает за ростом потребительских цен. Это будет беспрецедентное снижение налогов для поддержки семей, воспитывающих детей. Для семьи с 2 детьми налоговые льготы составляют 160 тысяч йен. Сочетая повышение заработной платы и снижение налогов следующим летом, я надеюсь, что национальный доход будет расти быстрее, чем потребительские цены. Причем непременно. Видео допроса боевика Хамас публикует израильская служба внутренней безопасности. Установить подлинность личности, как и условия, при которых было записано это видео, как вы понимаете, невозможно. Мы не должны были похищать, только убивать. Что вам сказали? Убивать каждого встречного? Убивать всех, кого увидим, и возвращаться. Нет разницы между мужчинами, женщинами, детьми? Всех? Да. Зачем убивать всех? Что вам сказали? Какова была цель? Нам сказали, что все поселенцы солдаты, что есть солдаты. Убивайте всех, кого видите. Даже женщины были солдатами. Да, они сказали мне солдаты. Они сказали вам убивать всех женщин и детей? Да. Откуда вы въехали в Израиль? Кфар-Аца. Кфар-Аза была вашей единственной миссией? Территорией нашей миссии был Кфар-Аца. А что вы должны были сделать после Кфар-Азы? Я не знаю, уходите, возвращайтесь в Газу. Спасибо за то, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших лайков, репостов и комментариев. Напоминаю еще раз, что это важно не только для нас, но и для вас тоже. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.